Во, теперь у меня есть кружочек. Значит, э, можно, конечно, попасть и из Иерусалима, но просто именно это будет из Иерусалима, чтобы попасть, нужно через Тель-Авив ехать, то есть крюк надо сделать. Ну, тоже можно. Вот тут есть станция поездов, и мы, собственно, сюда приехали на поезде. Было очень удобно. Когда выходишь из поезда, рядом есть, кстати, Макдональдс, можно там посидеть, обогреться, если вдруг дождик, а дожди тут бывают. То есть это, как и все прибрежные города на севере, они, в общем, являются, ну, тут такой климат, то что зимой тут дождь может лить как из ведра. Ну, вот реально как из ведра. Так что приготовьтесь, возьмите зонтик, если зимой приезжаете. То есть вы приезжаете сюда, садитесь на автобус, и в автобус вас уже везет в один из каких-то вот районов Ашдода, смотря где вы сняли жилье. Интересно, что районы тут они отмечены номерами, то есть Рова 1, Рова 2, Рова 3, и так вот до Рова 13, или даже до Рова 15 даже, да. Вот, то есть есть 15 микрорайонов, плюс еще дальше уже идет нумерация через буквы. Рова, Тет, Зайн, то есть это буква Тет, типа Т, и З, Зайн это буква З. Да, Рова, Ют, Зайн, то есть это буква Ют и З. Значит, эти районы, они очень разные, прям вот, ну, совсем разные. И они действительно, можно сказать, что это мини-города. Мы, например, жили, где мы жили? Мы жили в районе Рова-1. Это так называемый старый город, вообще отсюда вырос Ашдод. Из Рова-1. И тут находится порт. Почему про порт нужно сказать? Потому что это самый большой порт в Израиле. Так, где он? Во. Он реально огромный. То есть 60% всех грузов, которые в Израиле по морю приходят, они через этот порт идут. Но не нужно его бояться. Я, честно говоря, боялся то, что Ашдод, ну, во-первых, то, что он близко к сектору Газа, соответственно, какие-то ракеты могут долетать, но никаких ракет не было, и, в общем, он довольно-таки далеко все-таки. То есть, если что-то летит из Газа, оно летит типа 45 секунд, и у вас 45 секунд есть, чтобы найти какое-нибудь там убежище, это, в общем, не проблема. То есть, должно очень сильно как-то не повезти вам. Ну, то есть, это меньшее, что можно испугаться, будучи в Аждоде. То есть, это все как бы страшилки, они нерелевантные. Ну, вот я лично боялся больше, то, что это портовый город. Мне казалось, ну, порт это значит преступность, какая-то мафия, все такое. На самом деле нет. Во-первых, порт, он как бы находится в северной части города, и туда вот так вот без пол-литра не доберешься даже. То есть он как бы очень слабо влияет на город, на самом деле. Город, он как бы, можно сказать, рядом с портом находится, но в самом этом порту он как бы вот даже вот я, то, что я жил в районе Рова-1, этим портом вообще как бы не пахло, его не чувствовалось. А, То есть это нужно как бы было специально туда куда-то вот идти, чтобы, так сказать, его заметить как-то, его влияние даже на город. То есть он не чувствуется город, никаких фур не ездит. Дороги в Ашдоде, они гораздо более пустые, чем в Хайфе какой-нибудь. Даже, мне кажется, в Ашдоде лучше с дорогами и с пробками, чем, например, в Ришине, да, вот про который я тоже рассказывал. То есть Ашдод, это тут очень широкие улицы, и на них довольно-таки мало машин. То есть очень комфортно, то есть у вас есть автомобиль, это город прям, можно смело сюда приезжать и наслаждаться ездой на машине. Значит, вот начнем отсюда как раз. Вот я же тут жил в первом районе. Тут есть, кстати, такой вот рыночек, довольно-таки приятный. Скажу сразу, что в этом городе очень много русских, ну, русскоязычных. То есть 30% населения, а население тут 200 тысяч, это русскоязычные люди. Соответственно, огромное количество магазинов на русском. Ну, прям вот написано все. И в магазинах все на русском написано. Так что, в общем, это не проблема, если вы не знаете иврит или вы не знаете английского. То есть, мне кажется, тут на русском говорят лучше, чем на английском, например. Вот. А, Ну вот, тут, где я жил, покажу. Вот я жил примерно вот в этом месте, да. И, в общем, очень спокойное, идеальное, я бы сказал, место для жизни. Вообще весь этот город – это идеальное место для жизни. Пока что он мой самый любимый из всех, где я был в Израиле. Очень тихий, спокойный, чистый. Рядом пляж, но пляж тоже такой, знаете, не слишком много людей. То есть большую, на самом деле, хорошую штуку влияет то, что у него плохая репутация у этого города, ну, потому что, типа, рядом Газа, значит, там, ну, типа, опасно. Из-за этого не так много людей сюда приезжает, не так много туристов, и тут тихо, и довольно-таки чисто, и хорошо. То есть вот плохая репутация, она как незаслужена абсолютно, и она
делает этот город очень уютным. Вот, так что никому не рассказывайте, что тут хорошо, чтобы продолжало быть хорошо. Значит, то есть вот мы жили в Рове 1, тут замечательно совершенно рядом есть вот этот парк, можно по этому парку гулять. Сейчас я найду. Сейчас. Да. Вот это вот наш парк. Учтите, что тут тоже все-таки есть небольшой рельеф. Конечно, это вам не какая-нибудь Хайфа. И, наверное, даже, ну, вот если вы спускаете, вот я бы сказал так вот. Вот эта часть, вот вообще большинство города, оно довольно-таки плоское. Но все его прибрежные части, это, естественно, вы спускаетесь. Соответственно, вот тут, например, даже вот этот спуск, я ходил, вот я тут живу, да, и мне нужно было в магазин пойти вот сюда. И вот так вот спуститься в магазин и подняться обратно, ну не то, что я там устаю, но это, знаете, вот как бы ты чувствуешь, это как бы по лестнице как следует пройти туда-сюда. Вот это нужно учитывать, когда вы селитесь. То есть, если вы хотите поменьше ходить в горку, из горки, то вот чем дальше от берега, тем лучше, ну и дешевле, потому что тут, конечно, подороже все будет, ну, смотря что вы найдете. Ну, собственно, магазин, где я все время закупался, это Виктори, вот он находится. Нормальный магазин. Вот, рядом тут мороженое, ну, это лучше всего покупать в магазинах, там сильно дешевле. Вот, интересная вещь с этим районом связана, то, что тут есть рынок иногда, вот он, Lido Beach Market. И это вот рынок, рынок, он реально огромный. Он по размеру больше, чем рынок Хайфа, например. Наверное, да. И тут все есть. Тут и фрукты, и овощи, и вещей много, и одежды, и все. И очень дешево, и продают зачастую большими объемами, но он работает только раз в неделю. Он работает по средам. Wednesday, да? Это среда, Wednesday. Окей, то есть по средам он работает, так что учтите. И, кстати, когда он закрывается, там тоже много всего отдают бесплатно практически, эти овощи, фрукты. Так что если вы, в общем, среда вечер в Аждоде это хорошее время, потому что вы можете практически бесплатно купить себе еду на неделю. Но мы в этот день, когда он был открыт, мы уезжали, поэтому, в общем, нам ничего не перепало. Но как бы такой момент есть. Любые рынки в любых городах Израиля, это хорошо. Перед шаббатом где-нибудь или при закрытии этого рынка все там выставляют большущими скидками и чуть ли не бесплатно. Вот такие лайфхаки. Значит, кстати, вот тут есть такой Beit Canada Absorption Center. Это такое общежитие для новых репатриантов. И вот если туда записаться, то можно там типа жить. Я слышал, люди там по полгода живут, по году живут, и тут учатся сразу же иврит, он учится. В общем, неплохое место, но там нет кондиционеров, например, в комнатах. То есть это такое очень специфическое. То, что называется Канада, не обращайте внимания, это как бы для всех репатриантов, не только из Канады. Вот. И это первый район. Первый район, он как бы такой... Тут есть огромное количество всяких забегаловок, русских магазинчиков. Это такой русский район, я бы сказал, во многом. И он такой нормальный, в принципе, не самый какой-то убитый, ну не самый тоже новый, не самый престижный. В принципе, тут хорошо обитать, я бы сказал, потому что тут рядом есть магазинов много. Тут ближе всего, самые дешевые магазины, где находятся, это вот, собственно, рядом с портом. То есть вы тоже этот порт не прочувствуете, но вот, в общем, если вы пойдете куда-нибудь вот сюда на север, вот это вот место, вот этот вот квадратик такой, да, прямоугольник, это место сосредоточения огромного количества магазинов, супермаркетов, очень дешевых. И даже если вот шаббат вас застал, например, Тифтам в шаббат работает, он чуть ли... Тут огромное количество. В общем, тут вот этот Кишет Тями, мы тоже тут были. Он тоже работает. Сейчас мы видим, там до 10 часов работает в шаббат. Соответственно, это, кстати, магазины, они такие русскоязычные. То есть это там в основном практически все работники русские. Это огромные супермаркеты. Цены там, в общем, бывает дешевле, но нормально. То есть неплохие цены по сравнению с другими многими местами. Есть и Ошер Ад, который вообще самый дешевый такой. Вот. К слову сказать насчет популяции. 225 тысяч живет в Аждоде. Из них 90% это именно евреи, даже, по-моему, больше. Но из них религиозных евреев
их 30%. Каждый третий тут в шляпе. Или вот в кипе скорее. Да. В шляпах тут практически людей нет, а в кипах много. Вот. И вот опять же, из вот этих 220 тысяч 30% это русскоязычные. Это очень русский город такой, русскоязычный. Я это не сильно прочувствовал на самом деле. То есть, кстати, я это прочувствовал именно, я слышал то, что сидят какие-нибудь подростки, многие на русском болтают. Вот что я прочувствовал. Ну и в целом тоже практически везде там те, кто угодно, что подскажет, куда угодно пройти. Но вот именно, знаете, я бы сказал, что в Ришане вот эта русскость, она как-то чувствовалась больше именно с точки зрения вот какой-то, как бы люди, они взаимодействуют больше в Ришане, русскоязычно, именно везде идут, люди здороваются друг с другом, как-то так. Не то чтобы это прям, это как-то вот типа дружелюбно очень, потому что в Ришане я вообще попал в нехорошую ситуацию. Ну, посмотрите, у меня есть видео, оно называется «Социальное дно Израиля». И в Ришане, в общем, такой сложный для меня город. С одной стороны, мне он понравился, с другой стороны, на бытовом уровне я жил в очень нехорошем месте. И, в общем, наверное, тут что-то отложилось. Но вот в Аждоде мне показалось, что несмотря на то, что тут как бы тоже много русских, они все, русскоязычных, они все очень какие-то индивидуалистичные более. То есть тут такие как бы русскоязычные люди, они более какие-то европейские, я бы сказал. Но несмотря на это, кстати, Аждот занимает первое место в моем личном персональном рейтинге по количеству собачьих экскрементов на улицах. То есть в Аждоде очень любят собак. Кошек тоже, но вот собак особенно, и за ними не убирают почему-то. То есть вот везде, весь город, он просто усыпан. Это вот его главный минус, по сути. Но других минусов нет. То есть это на самом деле, вот я говорю, это мой любимый город, и вот если просто тут, не знаю, когда-нибудь, может быть, как-то займутся штрафами, потому что уборкой это не работает, убирать это, нужно именно штрафовать людей, чтобы они не забывали убирать за питомцами. Если это когда-нибудь тут будет, то город вообще станет идеальным. Значит, то есть первый район, он хороший, он классный, такой приморский, рядом с магазинами. Дальше, второй район считается самым страшным районом. Мне это сказало уж пару человек, у которых я спрашивал. И я туда действительно пошел, у меня есть даже видео про район второй. Он реально стрёмненький. В плане, там такие самые старые домики, там живет много людей, в общем, из каких-то разных, наверное, бедных концов замечательной нашей планеты Земля сюда приехали. Наверное, тут самая дешевая аренда. Наверное, по ночам лучше тут не шататься тоже так особо в некоторых местах. Но в целом он такой не то чтобы прям очень плохой. То есть днем тут хорошо и безопасно, и есть тоже дешевый такой рыночек, где-то тут он, по-моему, находится. И, в общем, там можно тоже очень дешево купить какие-то овощи. В общем, нормально. На самом деле, этот район, он как бы неплохой. То есть он как Адар в Хайфе, я бы сказал. Даже, наверное, все-таки получше Адара, вы знаете. То есть район Рова-2 это лучше, чем Адар. То есть я бы в нем спокойно жил, если бы тут аренда, грубо говоря, была дешевле сильно, я бы тут жил легко. То есть это нормальный район, но да, он самый бедный из всех остальных. При этом парк, кстати, там чистый, хороший. Все эти парки, они тут классные. Вообще, кстати, Аждот это город парков. То есть тут их много, они большие. То есть, не знаю, на карте кажется, что они маленькие, на самом деле это вот большой парк, на самом деле. Или вот этот тоже. То есть он может как, или вот этот, вот я рядом с ним жил. То есть он реально большой. И тут, кстати, жил койот, самый настоящий. Я сначала думал, что это лиса, а это койот. Он на ночь к нам приходил даже. Он на ночь приходил к нам, рядом с нашим домом ходил, там выл. Вот по ночам скотина. Это вот реально как бы место хорошей экологии. Тут, несмотря на то, что рядом порт, Аждот это город с хорошей экологией. То есть тут никогда ничем не пахло. Видимо, роза ветров такова, что все выдувает куда-нибудь в другое место. Ну, в общем, в плане экологии никаких пререканий. Очень хорошо. Вот в Хайфе, да, там чувствуется все-таки. В Хайфе, вот в некоторых районах прибрежных, именно вот эта Парижская площадь, вот тут вот эти вот дороги вдоль порта, там это чувствуется. То в Аждоде вообще как-то хорошо и приятно. Следующее, значит, ну вот дальше районы центральные. 4, 5, 6, 7. Это все более-менее новые районы, и они все очень хорошие и красивые. Вот Марина Зон вообще тоже. Тут вообще все красиво. Вот это вот Аждот Ям-парк. Мы тут походили, тут, как бы это такое место, прямо, одно из самых таких красивых, которые
из такого новостроя есть в Аждоде. Мы на самом деле многие вещи не успели посетить еще. И вернемся обязательно в этот город, потому что мы, например, не ходили в крепость. Мы даже мимо нее ходили, тут все вот изучали, мы походили по пустыне, но до этой крепости так и не дошли. Ну вот я вам ее покажу. Тут есть, вообще этому город, он древнейший город, он там 8 тысяч лет назад уже тут люди вовсю жили. А вот, почитайте в Википедии, написаны всякие истории. И вот тут раскопки идут, и вот так они выглядят, эти раскопки. То есть древняя крепость, вот так она выглядит, красивая. Вот, так что, и, собственно, это юг города. Вид на юг города. Посмотрите, вот у меня есть видео, как мы тут гуляли по югу. Это, конечно, потрясающе, потому что самое больше всего меня впечатлило именно, вот сейчас я включу. Больше всего меня впечатлило, это когда ты видишь, сейчас у меня карты эти проглючивают немножко, Google карты. Ну, в общем, когда ты видишь пустыню, с одной стороны, с другой стороны, ты видишь вот эти город с высокими домами красивыми. Это, конечно, ну, такой шок небольшой вызывает. То, что люди сделали, так у меня прогрузился. Люди сделали такое чудо света, я считаю, во многом. То есть вообще весь Израиль это одно большое чудо света. Вот. Но особенно это чувствуется на контрасте в Аждоде, на контрасте, потому что ты видишь пустыню с одной стороны, а с другой стороны ты видишь дома, вот эти высокие. Посмотрите, вот этот вот микрорайон, у нас есть видео про него. То есть у нас есть прямо видео большое про эту прогулку в пустыню. И это просто потрясающее ощущение. Прям вот реально чудо света, как вот из вот этих вот безжизненных практически дюн сделать такой процветающий красивый город. Вот, в центре, ну, как бы, тут много чего можно посмотреть, всякие арт-объекты. Это такой город тоже художников, огромное количество всяких музеев, баров, не знаю, ресторанов, чего. То есть такой абсолютно светский город, очень комфортный, с большими пространствами, он спроектирован очень хорошо. То есть вот тут везде ты ощущаешь везде простор, ты ощущаешь везде, что тут не экономили. Как бы тут вложили, мне кажется, в этот город денег просто немерено. То есть, возможно, из-за того, что тут газы и что-то тут постреливают ракеты, поэтому тут очень все на большом расстоянии друг от друга, чтобы если вот там что-то упало, чтобы оно ни в кого не попало. То есть тут все как бы очень разнесено. И это огромное удовольствие гулять по этому городу, потому что из-за этого пробок нет, из-за этого попробуем посмотреть, что-то не грузится. Из-за этого пробок нет, из-за этого очень просторно и хорошо дышится. Так что, в общем, хорошо тут. Гулять можно просто, вот вы выходите, где бы вы ни жили, вот мы из Рова выходим, мы просто по вот какой-нибудь улице, просто идешь, и даже по улицам широким, где много машин, в принципе, нормально гулять, потому что они очень широкие, поэтому тут пробок нет. Вот. И поэтому ты не дышишь как бы всякими выхлопными газами, ну, и они как-то слабо тут чувствуются. Набережная, кстати, тут не такая классная, как в Хайфе. То есть все равно самая красивая набережная в мире, которую я видел, это в Хайфе. Потому что вот вдоль нее можно взять вот так вот и гулять. И ты идешь именно по дорожке, прямо вот 10 метров от тебя море. И это очень приятно. И ты идешь много-много-много километров по своей отдельной дорожке рядом. И там машин нет никаких рядом. Вот, то есть Хайфа идеальное место, если вы любитель набережных. Тут набережная, она, в общем, есть, она прикольная, там по пляжу походить, но, к сожалению, тут вот эта пешеходная дорожка, она находится на большом расстоянии. То есть там сначала песка дофига, потом пешеходная дорожка. Поэтому вдоль моря вы как бы гуляете, и море где-то там вдали. Вот это мне не очень понравилось. То есть тут набережная не очень прикольная на самом деле. Вот. Ну, в плане для прогулок. То есть лежать на пляже, как тюлень, тут, наверное, нормально. Вот. Я просто этим пока не занимался. Вот приехал в Израиль уже тут довольно-таки долго, ну, 1,5 месяца. И еще на пляже не валялся ни разу, мне как-то не до этого пока что. Надеюсь, когда-нибудь я смогу себе устроить такое лежбище. Но вот по ощущениям, я видел, люди на пляже там лежат, плещутся и вообще. Вот, ну вот именно гулять вдоль пляжа тут не так прикольно. То есть мне тут на самом деле вот больше всего меня впечатлило и понравилось в этом городе. То есть самый крутой район тут это вот южные районы, как это было бы ни странно. С одной стороны, вроде бы южные районы, да, они ближе находятся к Газе. Но при этом, на самом деле, фишка в том, что Газе довольно-таки близко Ашкелон, да, там 8 километров до него. А вот уже до Аждода,
там уже все-таки реально вот этот подлет этой ракеты какой-то несчастный, это все-таки долго. И у вас есть как бы куча времени, чтобы спрятаться. Ну и тут железный купол, в общем, оно все защищает очень хорошо вас. Вот, так что тут интересная вещь, то, что самые крутые машины, самые как бы VIP-место, самые крутые люди живут тут, на юге. То есть тут виллы рядом с пустыней, и тут у всех всякие там Феррари стоят у людей, я видел, когда мы там гуляли. Вот, всякие, ну, Теслы везде, Феррари. В общем, тут люди очень крутые живут в отдельных своих виллах, и вот тут очень приятно гулять. То есть это, конечно, самое лучшее место, мне кажется. Хоть оно и ближе, казалось бы, но вот такая рублевка типа аждотовская. И тут очень классно тоже, мне понравилось именно сообщество. Тут видно, что люди, они все как-то, ну, тут живут люди, как вот, ну, как вот в одном большом дачном кооперативе, они как-то все дружат, там, вот ну, я смотрел на детских площадках, там как все время какая-то движуха, и подростки, и маленькие дети, и как-то все это вместе, как бы такая, ну, короче, хорошее место, чтобы жить. Если у вас много денег есть, ну, реально много, покупайте тут себе домик, вот, не пожалеете. Хорошее сообщество тут. Вот, в общем, ну, что-то вот у меня сейчас не работают Google карты как следует, потому что у меня сейчас интернет, видимо, глючит немножко. Ну, посмотрите просто мои видео на самом деле, потому что вот то, что я покажу вот эти картиночки, да, или вот даже вы увидите, вот если вы смотрите вот это вот, это вообще не Аждот. То есть Аждот вы его так не увидите, не прочувствуете. Это Аждот там с какой-то крышей, я не знаю, откуда они это снимали, это чушь. Он не такой вообще. То есть все, что вы видите в интернете или у кого-то там, ну, я не знаю, наверное, есть хорошие какие-то тоже люди, которые там походили по городу. Но на наших видео, мне кажется, это более-менее видно, насколько он разный. В основном Аждот, он многоэтажный. В основном Аждот это типа большинство домов тут, это типа 10 этажей, наверное. И малоэтажные дома, четырехэтажные, это вот малоэтажные там, четырехэтажные, двухэтажные дома, это в основном как раз бедный район типа Рова. Или же двухэтажные виллы на Рублевке на этой, да, местной. А в основном, как бы весь центр города, он застроен высокими домами, ну, типа 10-этажными или больше даже. И они очень нарядные, они очень новые. Тут постоянно все время что-то строят. Все это, этот город активно развивается. И он мой любимый из всех, пока что, где я был в Израиле, я вам скажу. То есть, вот если бы я сейчас себе выбирал место, где вот купить просто квартиру или, ну, или долгосрочно снимать, я бы просто жил в Аждоте сразу. Но это все очень индивидуально. Я просто такой человек очень нетипичный совершенно. И то, что мне нравится, большинству людей, мне кажется, не нравится. Как-то так это совпадает обычно. Так что на любителя. Смотреть, надо, конечно, приехать посмотреть. Но вот я впечатлен этим городом. Удивительная жемчужина. Я считаю это жемчужиной. А, Он и не слишком маленький, и не слишком большой, и очень такой благоустроенный. В общем, замечательное место. Так что приезжайте, посмотрите, можно просто приехать отдохнуть. Буду рад видеть ваши комментарии. С вами был канал Культурный Код и я, Игроглаз. До новых встреч. Приезжайте в Аждот. Удачи!